У нас у всех контракты индивидуальные, и там кто что хочет, тот то и прописывает. Как договоришься? Самые топ-игроки могут получать там 1,5–2 миллиона, например. Я не знаю, как оно будет дальше, но расставаться, мне кажется, что для меня это плохой вариант. Вся команда сидит в аэропорту, и ты сидишь в баре и бухаешь, конечно, тебя или выгонят, или оштрафуют. Ну невозможно так, ты теряешь столько нервных клеток после каждой игры. Ну такой рынок, как бы, это рыночные условия, тут вот так сложилось. Друзья, привет! Это мой новый выпуск на канале Ближе. Я снова в Алании, это снова январь, и совершенно спонтанно получилось записать выпуск про футбол. Такая неожиданная тема для моего канала. Мы здесь оказались вместе с моими классными знакомыми, с профессиональным футболистом. Именно с ним я поговорила о том, как устроен современный футбол в России, сколько получают футболисты, от чего это зависит, и про много-много другое. Прошу заранее прощения за качество, оно получилось не очень, но содержание супер. Смотрите, подписывайтесь и комментируйте. Футбол пробивается 1% за этот процент. В России футболистом становятся сначала либо родители, либо там сам ребенок изъявляет желание заняться футболом, его отдают в футбольную школу. Если это в Москве или в Питере, то, в первую очередь, родители стараются отдать в школы команд премьер-лиги, в «Зенит», «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак». У всех команд есть академии, сейчас они называются. Там проводятся каждый год отборы. Там приходит, например, 300 человек на отбор, там 6-летних пацанов. И понятно, что по 6-летним сложно понять, кто из них лучше в футбол играет, кто хуже. Просто смотрят на физические качества, кто активнее, кто быстрее бегает, кто больше прыгает там и все такое. Отбирают человек, я думаю, 25 где-то в команду, остальных отсеивают. Если вы попали в эту команду, хорошо, все, вы в этой команде с 6 лет. Если вы проходите отбор и вас берут, это все бесплатно, дают экипировку, все тренировки, все организуют. Ездите на турниры, играете чемпионаты России посреди своего возраста. Самые первые наборы это где-то в 6-7 лет начинается. Я вообще футболом начал заниматься в 10 и в Ижевске, а не в Москве. Если ты в регионах, то там есть тоже футбольные школы. Если есть какая-то профессиональная команда, у этой команды есть школа, либо частные какие-то школы бывают. Тоже родители приводят туда. Вот я в 10 лет пришел, до 13 играл в Ижевске, мы ездили на турнир в Сочи, в Дагомыс. И там играли против школы ЦСКА и проиграли 3-0. Я вратарь, пропустил 3 гола. Но после игры тренер ко мне в ЦСКА подошел, спросил, какой у меня рост. А я тогда выделялся ростом, вырос раньше, чем сверстники, потому что родители высокие. И потом связался с моими родителями и пригласил в ЦСКА. И я, недолго думая, уехал в спортивный интернат в ЦСКА. Сейчас у всех команд, в премьер-лиге точно, я думаю, есть свои спортинтернаты, где живут футболисты из регионов. И вот эти футболисты из регионов, они начинают приезжать примерно в 12-13 лет. И получается, если ты в Москве живешь или в Питере, ты сначала должен конкуренцию выиграть у всех сверстников из своего города и области, чтобы попасть. Если тебя взяли, то в 11, 12, 13 лет начинают приезжать ребята из регионов, и тебе нужно выиграть конкуренцию еще и у них. Потому что берут в интернат ребят, которые явно сильнее тех, кто есть, потому что тут нужно оплачивать проживание, питание и все остальное. У нас в России 3 профессиональные лиги. Профессиональные – это те, в которых платят деньги за то, что игрокам, где игроки считаются профессионалами. Самая низшая называется сейчас ФНЛ-2. Она поделена на 4 зоны по регионам, чтобы далеко не летать, чтобы не тратить деньги на логистику командам. Они поделены на запад, центр, юг и восток. В каждой зоне по 15-20 команд. Они между собой играют. Победители на следующий год, кто выиграл, первое место занял, выходят в лигу выше. Следующая лига по уровню ФНЛ. ФНЛ – это лига, в которой я играю. У нас 20 команд. Мы играем весь год чемпионат. Первые 2 команды, которые выигрывают наш чемпионат, выходят в премьер-лигу. Премьер-лига – это у нас самая сильная лига в России сейчас. В премьер-лиге команды, которые занимают с 1 сейчас по 5, по-моему, могу ошибаться, по-моему, по 5 или по 6 место, первые команды, они выходят в Еврокубки и играют уже в Лиге чемпионов с командами с других стран, тоже чемпионами. То есть это топ, мировой самый уровень. Лига чемпионов, туда выходят у нас 2 команды, которые занимают первые места, играют там все игроки, мечта у всех играть в Лиге чемпионов. Я,
на самом деле не знаю, что первично. То ли я подстроилась под его профессию, то ли я сама по себе человек такой, кочевник. Мы с тобой уже недавно обсуждали это. Я не привязана к определенному месту жительства. Как-то вот я люблю ездить, люблю смотреть. И с удовольствием бы, может, и в каких-то других странах побывала с ним, и в других городах. В принципе, мы это сейчас делаем. Но мне повезло относительно, потому что мы 6 лет жили в Москве, а это очень долго для футболиста. Это прям он засиделся, поэтому спустя 6 лет он только уехал вот в свой первый город, вот под Казанью, в Татарстане, Нижнекамск. Сейчас мы там живем. Я не скажу, что мне как-то тяжело, я привыкаю быстро ко всему, мотаюсь туда-сюда. Хорошо, что как бы там аэропорт хороший, и самолеты летают, поэтому, в принципе, никаких проблем, мне даже нравится это отчасти. Есть девочки, которые, конечно, им сложно привыкнуть, там, особенно кто привыкает к московской жизни, там, со всей ее инфраструктурой, иногда бывает сложно к каким-то маленьким городам привыкнуть, и они, да, выбирают остаться там в Москве, например. Ну, плюс еще школы, это у нас еще сейчас ребенок маленький, мы можем себе позволить везде путешествовать за мужем, а когда будет школа, например, и если ты выбираешь там какую-то определенную школу и хочешь вот дальше в образование там ребенка вкладываться, я не знаю, как оно будет дальше, но расставаться, мне кажется, что для меня это плохой вариант, расставаться надолго и жить раздельно, это уже как-то не семья, как-то. Вот все говорят о заработках, что футболисты получают миллионы, но не все понимают, что миллионы там долларов и евро получают в России 20-30 игроков всего, из всех. Я не знаю, сколько сейчас, у меня статистики нет, но я подозреваю, что ребят, которые идут в школу, очень много. Вот эти 20-30 футболистов – это те, кто играют в сборной России чаще всего. Те, кто действительно зарабатывают хорошие деньги, возможно, они зарабатывают в России чуть выше рынка, если смотреть по миру. Но это специфика России. Футболистам дают такую зарплату, спрос с тех, кто ее дает, а не с футболистов, как бы, по идее. Вот. Во-первых, конечно, потому что у нас есть лимит на легионеров. Лимит на легионеров в премьер-лиге – это значит о том, что в команде не может быть легионеров. Легионер – это игрок из другой страны, с другим гражданством. Вот. У нас то есть у нас должно играть там 4 русских в составе сейчас. По-моему, так. Вот это сейчас реформы проводят часто, я вот могу ошибаться, но, по-моему, сейчас 4 россиянина должны играть в составе в премьер-лиге, в каждой команде. У нас в премьер-лиге 16 команд, 16 на 4, это вот 64 футболиста российских обязательно должны играть в командах премьер-лиги. И за них идет борьба, потому что эти футболисты нужны качественные, потому что от них зависит результат. И за счет этого у них получается, чтобы переманить к себе хорошего русского футболиста, нужно дать ему больше, чем в других командах денег. Поэтому, возможно, у нас чуть завышенные зарплаты. Ну вот я тебе буду вилку называть от скольки до скольки. Вот я, конечно, могу тоже ошибаться. Я же не знаю, сколько я приблизительно. Конечно, Москва, Санкт-Петербург — это у нас передовые регионы, можно сказать. Вот. В командах премьер-лиги, в московских и питерских, особенно в питерской, всем известной команде, зарплаты самые высокие, я думаю, в России. Вот. Думаю, в Краснодаре Галицкий тоже делает команду хорошую, там тоже сопоставимые зарплаты. Потому что, чтобы конкурировать, нужно предлагать примерно такой рынок, это рыночные условия, тут вот так сложилось. И тут никто не виноват, и футболисты, в том, что такая ситуация. Я думаю, ни один человек не откажется от денег, когда ему предложат больше. В среднем температура по больнице, развеять мифы, что все футболисты миллионеры. ФНЛ-2 лига, самая низшая профессиональная, где большинство российских футболистов играет, там их больше всего. Там зарплаты начинаются, я думаю, от 15 тысяч, от МРОТ, там 13 с чем-то, до самых лучших командах, у которых стоит задача выйти в лигу и выше, и у топовых игроков в этих командах, до 250, наверное, тысяч рублей. Да, но это 250 в этой лиге единицы получают. Так же, как и миллионы евро в премьер-лиге единицы получают. ФНЛ, следующая лига повыше, там зарплаты варьируются уже я думаю, от молодежь, ребята, которые воспитанники, только присоединились к команде, у них от 30 тысяч, я думаю, могут быть зарплаты. К нам в лигу опускаются команды, которые заняли последние места в премьер-лиге в прошлом году. И многие игроки остаются в этих командах, те, кто играл раньше в
в премьер-лиге. И многие остаются на тех же условиях, которые у них были и в премьер-лиге. И поэтому у нас вилка большая получается. Ну, все по-разному, кто-то теряет, кто-то не теряет, это индивидуально все. И в ФНЛ вот игроки, которые как бы попали туда из премьер-лиги, и, возможно, это случайность, и они на один сезон, там у них остается зарплата премьер-лиги, и там, возможно, варьироваться. Вот самая молодежь 30 тысяч может получать, а самые топ-игроки могут получать там 1,5-2 миллиона, например. У нас у всех контракты индивидуальные, и там кто что хочет, тот то и прописывает. Как договоришься? Все индивидуально, нет общей вот такого. И если футболист договорился, что вот он на 3 года подписывает, и независимо, где команда играет, у него вот такая зарплата. Он ее и будет получать, независимо, где команда играет. Чаще прописывают о том, что если команда вылетает, соответственно, зарплата там понижается на сколько-то процентов. Вот. Да, чаще так бывает. Ну, вилка такая, но это как бы не говорит, что если мы возьмем 30 тысяч низ и 2 миллиона вверх, и что в среднем все получают середину. Это не так, это вот единицы получают вверх, большинство получает там, я думаю, 200-400 вот в среднем так. Футболисты раньше играли лет до 30 и заканчивали в основном, вот так было. Сейчас уже играют до 40 часто, потому что и медицина шагнула вперед, и методы восстановления разные новые появляются. И, по-моему, вот как я смотрю сейчас на молодежь, с каждым новым поколением все профессиональнее становятся ребята. И, например, вот то, что сейчас молодые делают, у нас там растяжку после тренировок, там индивидуальные занятия, вот это все, мы в их возрасте еще так, ну, у нас не было такого профессионального подхода, честно скажу. Вот, они в этом нас превосходят. И за счет этого играют дольше, конечно. Вратари, вот как я, вратари играют дольше, потому что, ну, у нас беговой нагрузки такой меньше, нам меньше надо бегать, и вратари играют до 40, до 43 некоторые играют, до 45. Ну, тоже, если повезет, если ты избежишь серьезных травм, если ты будешь на уровне в этом возрасте и сможешь конкурировать, просто так тебя тоже держать никто не будет. А после карьеры, ну, как бы чаще всего идут по пути наименьшего сопротивления, я так понимаю, то, что уже привычно, идут в тренеры. У тренера тот же распорядок, что и у футболиста, грубо говоря, те же сборы, те же выезды на матчи, те же тренировки каждый день, но у тебя физической нагрузки нет, но гораздо больше начинается монотонной работы, разбор соперника, там по 4 часа можно сидеть, смотреть игры, анализ игроков, поиск новых игроков в себе. Куча сейчас программ, которые анализируют статистики. Сейчас все футболисты бегают с датчиками на спине, у них под футболками датчики GPS, и по ним видно, сколько ты ускорений совершил с такой-то скоростью, сколько с другой. Тепловая карта, где ты больше бегал на поле, сколько передач отдал. Вот куча статистики, и тренеры это все анализируют. Сейчас специально аналитики есть в командах, даже в ФНЛ. Некоторым игрокам мешает, кто-то об этом думает, что вот я сейчас больше пробегу, и начинает лишнего бегать. Вот на самом деле, если ты много пробежал, например, это не говорит о том, что ты хороший игрок. Как бы хороший игрок, наоборот, пробежит столько, сколько надо, и не больше. И это заблуждение. И от тренера зависит. Некоторые тренеры обращают на это внимание, им важна статистика. Некоторые тренеры не обращают на это внимание. По-разному. Ну и я думаю, если игрок действительно хороший и приносит результат команде, любой тренер не будет обращать внимание на его, там, допустим, плохую статистику в его пробеге за игру, там, в каких-то ускорениях, если он приносит результат. Да не знаю, как это влияет, ты привыкаешь. Когда это уже на протяжении 10 лет происходит, ты относишься к этому уже как к данности. Ну и тем более, когда ты знаешь, что он вернется, все равно ожидание вот этой встречи, оно все равно немножко как-то отношения, мне кажется, оживляет. Плюс его разъезды на игры, это вообще, мне кажется, идеально, по крайней мере, для меня, потому что, ну, я считаю, что одной побыть, понятно, что уже сейчас не одной с ребенком, но как-то вот все равно это полезно. А он уезжает на 2 дня, например, в другой город на игру, там, вернулся. Ну, это тоже здорово. Я не вижу в этом каких-то, чтобы 24 часа на 7 быть вместе, там, в обнимку. Я спокойно к этому отношусь. Сборы тяжеловато, конечно, но там как, там прям вот, я уже поняла, что там одинаковые ситуации, то есть все стадии, вернее. Сначала ты скучаешь несколько дней, потому что ты привыкаешь очень сильно к человеку. Особенно с его работы он как бы много времени с нами проводит, потому что у него там 3 часа тренировки в день, и в принципе он дома. Потом уже приходит такая стадия, когда ты уже немножечко так налаживаешь быт, уже спокойно, и уже что-то закрутился, и ну, уже нормально. Ну и потом уже стадия, когда уже слишком много времени проходит, и вы не видитесь, уже тяжеловато, уже хочется. Ну и в принципе, это же все равно там не на 3 месяца он уезжает. Все равно там есть и выходные большие, то есть там по 4 дня. И вот есть возможность сюда приехать и на сборы к нему поехать тоже, поэтому есть такие как бы паузы. Нормально, совершенно, сейчас уже привыкла. Ну, в
в кофемании стулом ударить кого-нибудь можно, сразу выгонят, как мы знаем. Да, это там уже сразу. Проверенный способ. Нарушение режима. Тоже все индивидуально. Если ты звезда в команде, супер талант, и ты, какой-то вот совершил нарушение режима какое-то, как бы руководство и тренер совместно принимают решения. Могут закрыть глаза на первый раз, оштрафовать, и особо, если это никуда в публичное поле не вышло, закрыть глаза. Некоторые тренеры, наоборот, принципиальные, они при малейшем нарушении дисциплины, Черчесов у нас в сборной был, я думаю, вот он очень строгий тренер. Там, независимо от того, какой ты игрок, чуть-чуть нарушил, все, до свидания. Штрафы есть практически во всех командах, я думаю, где платят зарплаты, там же есть и штрафы. Просто они от заработка... Чаще всего штраф идет в проценте от зарплаты, то есть не фиксированная сумма для каждого игрока, а в проценте от зарплаты, чтобы все по-честному было. Кто больше зарабатывает, тот больше платит. И штрафы есть. Самые банальные, это, например, там, опоздание на какое-то теоретическое занятие, опоздание там, на завтрак, обед, если там регламентировано в расписании, у тебя написано, что ты в час должен быть на обеде, и все. За нарушение экипировки, например, если ты на тренировку или на игру приехал в экипировке не клубной, а в какой-то своей одежде, за это штрафы бывают. За алкоголь, и штрафы, я думаю, отчислять могут. Но легко. ты должен пьяный или, допустим, там, не знаю, с перегаром от вчера прийти? Это как везде, это как, знаешь, и тоже врать, что футболисты там все трезвенники, никто ничего не пьет, нельзя, все, если это в меру и вовремя, то ничего страшного в этом нет, никто за тобой не будет ходить там, подслушивать, подсматривать, выпил ты или не выпил, но если ты, там, вся команда сидит в аэропорту, и ты сидишь в баре и бухаешь, конечно, тебя или выгонят, или оштрафуют, когда еще другие люди есть, вот. А если ты у себя в квартире, там, перед выходным, после игры, выпил бокал пива, и никто этого не видит, никто тебя штрафовать за это не будет, естественно. За грубый, за алкоголь, или если ты там даже пьяный пришел, то это, конечно, сразу либо очень большой штраф, либо сразу отчисление. Вот. Но как отчисление? Отчисление – это на уровне школы, академии, там, молодежных команд или там второй лиги ФНЛ, а в премьер-лиге у игроков, у которых огромные контракты, неустойки бывают. Если клуб хочет разорвать контракт, еще же надо это все доказать. Вот он там где-то, кто-то его увидел пьяным, ты же у него тест не брал на алкоголь. И вот это все доказывать, там можно судиться долго и неустойки платить. И исходя из этого, некоторые, возможно, и закрывают глаза. Вот. Насчет биться стенки на стенку, я когда в Москву приехал в 13 лет, вот тогда был расцвет, мне кажется, вот этой культуры фанатов. И вот я жил в комнате с парнем, который прям ему нравилось вот это все. Они, у них свое. Да, он был футболист, со мной в одном году играл, но он общался с фанатами, ему нравилась вся эта тема, вся культура фанатская. Они там носят фирмы определенные какие-то в одежде, чтобы быть. И друг друга сразу издалека замечают, уже понимают, кто фанат. Вот. И тогда часто были драки, можно было и на стадионе там увидеть спокойно, что дерутся, фаерами друг друга кидают, и они там перед матчем или после в лесу где-то могут драться, чтобы никто не видел. Вот. А сейчас все реже и реже как-то и больше контролируют это, наверное. Сейчас за фаеры там могут и присадить тебя чуть-чуть и запретить на матчи, там на 2 года тебе запретить посещение, и сейчас Fan-ID еще ужесточают. Я, конечно, думаю, что это перебор. Слав, а диета есть у футболистов, пока ты ешь? Что-нибудь сильно вам запрещают? Есть тренеры, тоже от тренера зависит. Например, ты себя ограничиваешь? Тренер у нас в сборной Карпин, он, например, запрещает сладкое, у него все строго. У него европейский менталитет. Он играл в Европе, и поэтому у него, видимо, сложилось так в голове, он запрещает. В других командах где-то не контролируют, что ты ешь, но контролируют вес. То есть, если у тебя есть лишний вес, то ты должен его сбросить. И всем без разницы, как ты это делаешь. За лишний вес тоже штрафы есть. У нас сейчас мы после отпуска приедем в команду. Если у тебя плюс 1 килограмм от игрового веса, то это еще прощается. Если все, что свыше килограмма, каждый килограмм 10 тысяч рублей. Офигеть! Ладно, ешь. Ешь. На самом деле мы же знакомы со школы. Да, ты что, там они футболисты были в школе, это какие-то звезды. Они там и одевались всегда там как-то ярко, круто. Меня не особо это задевало, я с ними не особо общалась, хотя Слава со мной в классе прям был. Мы просто были знакомы, и все. Плюс их часто не было, потому что у них там то сборы, то игры, то еще что-нибудь. Мы с ним на первом курсе, да, встретились уже предметно. И тогда все началось. Нет, наверное, отчасти, футболист, там, это романтично,
романтично звучит. Тогда еще, конечно, 18 лет, 17, я не понимала, какие есть нюансы у этого, там, насколько это сложно временами. Тогда это казалось красивой картинкой, и, естественно, все девочки, наверное, которые встречают футболистов, мне кажется, все думают о том, что скоро, вот она, премьер-лига, заживем. Я как бы в определенный момент тоже так думала и поняла, что, ну, наверное, как бы нет смысла жить вот этими иллюзиями. Мы строим свою жизнь сейчас, развиваемся оба там в своих направлениях. Как-то сейчас такого нет, что вот он у меня футболист. Ну, обычная профессия, она на самом деле, если разобраться, это то же самое, что вот работник в офисе, много очень аналогий, да, немножко отличается там по режиму, по всяким этим вещам, что у него там игры, а у кого-то это не игры, у кого-то там отчетности, просто это не так зрелищно, не так интересно, хотя, если честно, я на играх так сильно волнуюсь, что, не знаю. Ты переживаешь? Я очень сильно переживаю. Я просто человек еще азартный, может быть, поэтому я до конца не раскопала эту вещь, я хочу очень от нее избавиться, потому что, ну, невозможно так. Ты теряешь столько нервных клеток после каждой игры, когда он играет, когда он стоит. Просто вратарь — это еще такая история тяжелая, потому что все, что проходит через него, автоматически считают за ошибку, хотя, ну, не все же голы, не во всех голах виноват вратарь, он же не занимает площадь всех ворот. И это сложно психологически. Я волнуюсь, поэтому как-то мне спокойнее, когда игр нет даже. Если действительно талантливый, что это видно всем невооруженным взглядом, что он выделяется, то его возьмут. Вопрос в других детях, которые примерно одинаковые. В хороших школах чаще всего все прозрачно и играют сильнейшие. Но и бывают также случаи, когда... Как на конкурсе красоты купили место. Да, где-то родители договорились, где-то еще как-то. И примерно там при прочих равных берут того, у кого есть какие-то другие преимущества, например, там знакомство родителей или еще что-то. Такое бывает тоже. Но если он действительно талантлив, то его возьмут, несмотря ни на что, если это всем видно. Да сейчас нет, у меня был любимый вратарь Эдвин ван дер Сар, такой был голландец, он играл в Манчестер Юнайтед. И вот он играл до 40 лет. Он в Манчестер попал в 34, что ли, года. То есть уже некоторые заканчивают, а у него только самый крутой этап карьеры начался. И он играл до 40. Можно сказать, что он у меня кумиром был. А сейчас он уже закончил. Он сейчас директор Аякса, команды в голландской. Вот. И сейчас у меня как таковых нет каких-то кумиров или кого я там хотел бы равняться. Ну и возраст уже не тот, наверное, что были кумиры. Мне сейчас 28. Через 5 лет я себя вижу футболистом, играющим в сборной России. Через 10, если на таком же уровне, то тоже футболистом, желательно. У меня вообще была такая, что хотелось бы до 40 играть, но просто вопрос на каком уровне. Если на хорошем, то, конечно, а если где-то во второй лиге, то смысла не имеет никакого. Ближе к 30, вот я, например, сейчас понимаю, что я не прям настолько люблю футбол, чтобы в 38, в 39, в 40 играть за там 30 тысяч во второй лиге и все время этому посвящать. То есть на такое я не готов. Потому что нет, я говорю во второй лиге, что смотря на каком уровне играть. Если я смогу играть на высоком уровне, я буду по максимуму играть, до 45, если смогу. Вот. Если я буду понимать, что я не тяну я этот уровень, на низком уровне, я считаю, что чем раньше если ты понимаешь, что у тебя перспектив нет, чем раньше ты примешь решение сменить деятельность, тем лучше. В возрасте 20 лет, когда ребята некоторые заканчивают, а на них смотрят и думают, фу, слабый, характерный, до конца не пошел, столько времени на футбол потратил. А на самом деле они молодцы, и чаще всего это родители принимают решения, или разговаривают с детьми, и не заставляют их принять это решение, но как-то способствуют этому. И это на самом деле хорошо, что если вот чем раньше парень поймет, что в футболе у него перспектив нет особо, и в чем-то другом себя есть больше времени найти. Ну вот, мне кажется, это возраст принятия решения, это возраст, когда ты школу заканчиваешь. Если это не контролируют в школе и в академии футбольной, ответственность родителей в том, чтобы следить за тем, чтобы ребенок, мальчик, он про учебу не забывал, чтобы он учился, чтобы это было основное, а футбол второстепенное, чтобы при плохих оценках или при плохой успеваемости футбол задвигается. То есть первая учеба, второй футбол потом. И в возрасте 17-18 лет, когда школу заканчивают, мне кажется, тут надо принимать решение. Либо ты идешь дальше по футбольной истории, и, соответственно, чаще всего это бывает, ты поступаешь в какой-то спортивный вуз, на спортивный факультет, и совмещаешь как-то, и все равно ущерб в учебе. К тому моменту как раз уже более-менее сформирована у футболистов и техника, и тактика, и физические данные, и можно уже как-то оценить его перспективы более-менее так адекватно.
Я на собственном примере могу. У меня вот травма была серьезная. Я в 2012 году, это мне было 19 лет. Я как раз только вот из молодежной команды попал в основную, с ними был на сборах, привлекался и порвал в игре крестообразные связки в колене. Ну, раньше иногда после этого заканчивали футболисты карьеру, а сейчас уже как бы медицина позволяет. Мне еще повезло, что я тогда был в основной команде в ЦСКА, и тренер вратарей, ну, можно сказать, настоял и договорился с генеральным директором о том, чтобы мне хорошо сделали операцию, качественно, как всем игрокам первой команды, и меня отправили в Германию, там прооперировали, все по высшему разряду сделали, и я восстановился, и вообще никаких проблем нету сейчас. Вот, мне повезло. Некоторым не везет, и некоторым отправляют за самую дешевую цену к хирургу где-нибудь в регионе, например, и им там делают. Ну, то есть, чтобы футболист мог дальше играть, ему нужен специальный доктор, который умеет делать качественно, чтобы ты не заметил последствий. Если тебе сделают как обычному человеку, ты жить сможешь без проблем. У тебя никаких проблем не будет, но футбол играть ты уже не сможешь. Все равно будет мешать. Ну да, бывают еще более тяжелые травмы, после которых вообще, ну, как бы заканчивают. Если это случилось там в 17-18 лет, это, ну, конечно, плохо всегда. Но это хорошо, что у тебя еще есть время наверстать в чем-то другом и найти себя в других сферах жизни, потому что, ну, мир далеко одним футболом не ограничивается. Да, у нас сейчас система осень-весна. Мы начинаем чемпионат в июле, играем до конца ноября. В конце ноября мы заканчиваем и уходим в большой отпуск. С конца ноября, с 25 ноября, например, вот сейчас у нас по 15 января, 49 дней. Отпуск, потом мы едем на сборы, 2 месяца на сборах в Турции обычно. Ну, от команды тоже зависит. Кто-то в России готовится, у кого бюджет меньше, кто-то где-то еще в лучших условиях, премьер-лига. Сборы заканчиваются в начале марта и начинаем вторую часть чемпионата. Играем до мая, в мае результаты, все, кто какое место занял, и короткий отпуск, и снова сборы, и снова следующий чемпионат. И вот так по кругу каждый год. Тут так принято, что мы ходим на игры, и рано или поздно мы все как бы знакомимся. Плюс часто бывают там мероприятия сплочения там вместе с женами. Просто на обычной работе, например, там в офисе, возможно, это не принято просто встречаться с женами там. Так бы и ты познакомилась там с женами своего мужа, там, коллег, вернее, с женами своего мужа. Женой своего мужа не хотелось. Вот, а тут из-за того, что такая специфика, да, мы общаемся, ну и плюс из-за того, что мы в чужих городах, нам иногда сложновато, и нам хочется, чтобы там кто-то старенький, например, кто уже давно в команде поддержал или что-то рассказал про город, ну и как-то нам так держаться легче, там плюс дети, садики и так далее, вот, еще поэтому так получается, но не везде, не во всех командах, я знаю, что в некоторых командах вообще особо никто ни с кем не общается, помимо вот игр, встречаются на тренировках, на играх, расходятся и все, нет такой прям вот. Проблем на самом деле куча, их очень давно пытаются все решить и по-разному, и пока решения не нашли. И вот, честно, у меня тоже особо нет решения, как это. Кто-то говорит, что надо отменить лимит на легионеров. В общем, все видят причины в лимите. Лимит в смысле расширить, что ли? Убрать его, чтобы все были в одинаковых условиях, чтобы у нас могли 11 иностранцев играть. Тогда у русских приоритета не будет и не будет завышенных зарплат. А тогда, наоборот, могут русские никому не нужны быть. Да, другая сторона. Но кто-то говорит, что когда будет много иностранцев, действительно сильные русские будут с ними конкурировать, расти на этом фоне, у нас сборная будет сильнее. А кто-то говорит, что привезут дешевых иностранцев, будут отмывать на них деньги, и русских задвинут вообще, и они вообще не будут играть, и сборная станет слабее. Ну вот. Но мне кажется, не в лимите дело в тренерах и в детских школах, в которых, ну, понятно, что у нас огромная страна, и нам тяжелее, что у нас там много городов, и не всем уделяется большое внимание, но все равно сравнить с другими странами, у них гораздо больше детских школ, гораздо больше тренеров, гораздо квалифицированнее эти детские тренеры, потому что зачастую в регионах, ну, неквалифицированные тренеры, честно сказать. Вот, и мне кажется, проблема в этом. Как сказал Валерий Георгиевич Карпин в интервью, что в супер крутой школе, где супер ремонт и супер оборудование, с плохими учителями никто умным не станет. У нас тоже есть стадионы, есть все круто, надо учителей. В России сухо, четко. 99% команд содержатся на бюджетные деньги. Вот. Частные команды — это Краснодар Галицкого. Навскидку так сейчас с премьер-лиги больше никого не вспомню. ФНЛ есть Акрон, тоже бизнесмен содержит. Есть Велес, предприниматель держит на свои деньги. В премьер-лиге, ну, Лукойл, частная компания, Спартак, частная команда Федуна, но как бы деньги из Лукойла идут, в общем-то. Вот. И, ну, в общем... И зарплата, собственно, оттуда же, да? И зарплата оттуда же, да. Честно, зная всю подноготную и как это очень тяжело, ну, конечно, везде тяжело, но конкуренция нереальная.
И вот эти вот жить грезами о какой-то там премьер-лиге, где сумасшедшая конкуренция, и попасть туда очень сложно. И плюс спорт профессиональный, это же вообще не для здоровья, это наоборот. Я даже не знаю. Если он, естественно, захочет так, что невозможно, и будут способности, и будет получаться, что я скажу. Но я, конечно, вот в моих мечтах, чтобы он вложился в образование, вкладывался туда, пошел по этой стезе. Очень хотела, чтобы он учился где-нибудь за границей, а там дальше как он сам выберет. Конечно, не буду настаивать, но, наверное, и способствовать тоже не буду особо. Муж, в принципе, у меня тоже такой позиции, как бы захочет, будет получаться окей. Так, наверное, мы бы хотели, чтобы он учился хорошо, а там посмотрим. Начинающему футболисту я бы начал советовать с 13-12 лет. Вот в 13-12 лет, если ты не попадаешь в какую-то академию, это вообще ничего не значит. Очень много футболистов, которые играют в премьер-лиге, они не попадали в академию, либо их отчисляли на каком-то этапе. Главное, как говорится, не бросать весла, дальше грести. И есть куча других школ, которые, возможно, да, там слабее команда, но зато ты там, например, будешь играть. А в академии в крутой команде ты сидел на замене, например. И за счет того, что ты играешь, ты наверстаешь, или некоторые по физическим данным отстают, а потом нагоняют. Как бы не надо бросать весла раньше времени. А потом уже, когда физически ты окреп, все, и ты видишь, что ты не тянешь, нужно с помощью родителей, я думаю, это делается, нужно адекватно оценивать свои силы, свои перспективы. И вот в момент там 17-20 лет у всех по-разному как бы решиться, если ты не видишь себя в футболе, или у тебя нет большого желания пропало, или ты перспектив не видишь, никуда не берут, то нужно сделать выбор и сменить профессию. Это будет гораздо лучше для тебя, я думаю. Вот. Все, спасибо тебе большое.